Перейдем теперь к вопросам от наших посетителей нашего сайта. Вопросы по Украине. Первый от Татьяны. Валерий Викторович, размещенная 22 мая на официальном сайте президента Украины петиция об отстранении от должности только что заступившего на пост Зеленского набрала более 31 тысячи подписей. Это обязывает Зеленского рассмотреть обращение. Это то самое наказание от глобальщиков за нарушение правил, о котором вы говорили? Нет. Как бы не хотелось там выдать за это, за наказание, это не наказание. Дело в том, что на Украине продолжается межклановая борьба за то, кого выберет хозяин будущим палачом Украины, кто будет ее дальше эффективно грабить во славу хозяина. И здесь вот те силы, которые стоят за Зеленским, они вступили в конфронтацию с глобальщиками. То есть им было предложено проиграть по-нормальному. Они, захватив участок Украину, показав большую эффективность в работе с объектом, привели к победе Зеленского. Однако западный мир с этим согласился? Нет. Почему обеспечивается определенный уровень легитимности бывшему президенту Украины Лукашенко, Порошенко? Почему поддерживаются все те модели? А самое главное, как ведет себя Зеленский, насколько он адекватный. Вот все вот подобные вот вещи, они проверка на адекватность механизма. То есть да, вы как кланово-корпоративная группировка что-то из себя представляете, но вы поставили человека, который тоже должен что-то из себя представлять. А что из себя представляет Зеленский? И вот во время предвыборной так называемой кампании, во время этого балагана, названной предвыборной кампанией, не было никаких выборов и ничего народ Украины там не решал. И это каждый день показывают теперь решениями различных политических органов, как внутри Украины, так и за рубежом, что показывают, да какая разница, что вы там хотели, что вы там себе думали, вы быдло, и с вами никто никак считаться не будет. Поэтому, вот когда кто-то там агитировал, вот надо пойти на выборы, проголосовать за Зеленского, когда объясняли, ну вы что делаете? Вы всего лишь только делаете легитимацию государственного переворота, не более того, вы ничего не сможете изменить в управлении. Нет. И сейчас по-прежнему орут. А теперь давайте второй шаг в легитимации государственного переворота сделаем. Еще в выборах Рады поучаствуем. Ну, участвуйте. Так вот, о чем идет речь в данном случае, вот по этой петиции-то. Как среагировал Зеленский? Как должен был среагировать любой государственный человек? Человек, ответственно относящийся к процессам управления. Неважно, с какой нравственностью и какой целью, как он относится к людям, к государству и прочее. У него есть свои интересы. Это человек, который, повторяю, ответственно относится к вопросам управления. Это вот, понимаете, если человек выходит на улицу, а там идет дождь, он должен принять определенные меры для того, чтобы дождь его не замочил, если ему нужно, чтобы его дождь не замочил. Правильно? Он либо не пойдет, либо возьмет зонтик, либо оденет какую-то непромокаемую одежду, но что-то он сделает, чтобы достичь цели своего выхода на улицу. Что-то он сделает. А теперь представьте себе, если человеку нужно пойти на какое-нибудь торжественное мероприятие, он выходит в парадном костюме, накрахмаленная рубашка, там весь из себя отглаженный, а на улице идет проливной дождь. И он идет по этому проливному дождю, промокает до нитки полностью, с него все течет, он приходит на церемонию. Бред? Бред. То есть так ответственный человек не поступит.
Он предпримет какие-то действия для того, чтобы его, он пришел на торжественное мероприятие в должном виде. Также и с процессами управления. Неважно, повторяю, какую цель имеет человек, столкнувшись с процессом управления. Он должен к нему отнестись ответственно. В предвыборную кампанию, так называемую предвыборную кампанию, были ролики, где вы умеете управлять государством? Не, я умею смеяться. И вдруг вот сейчас Зеленскому предъявляют это требование об импичменте. Ему лично. Это очень серьезный управленческий маневр. Ему нужно с ним соотнестись, среагировать, отработать по полной программе. От этого зависит его жизнь, его будущее. А ответ какой? А это шутка! Так я не понял. В этих предвыборных роликах, так называемых, правду о Зеленском говорили? Ну ведь он же что ответил? Ровно как в том ролике. Вы умеете управлять государством? Не, я умею смеяться. У вас сейчас есть петиция, которую ты по закону как президент должен рассмотреть. Ты должен дать на него ответ осмысленный, поскольку за этим скрыты очень серьезные политические процессы управления. Ты отвечаешь, а эта шутка не касается. Но я поздравляю всех, кто голосовал за Зеленского. Это не просто неадекват, это вообще непонятно что выбрали. И сейчас еще в балагане дальше продолжать участвовать. А за этим всем кровь. Он что, остановил войну на Донбассе? Нет. Говорят, там какие-то уголовные дела возбуждают. Так ведь принцип управления, он всегда один и тот же всегда был. А слуг, который везет груз хозяина, впереди морковочку, сзади стимул. И ровно так же. Ведь идет же сейчас передел, какая кланово-корпоративная группировка докажет эффективность свою в управлении объектом под названием Украина. И соответственно этому они должны друг другу глотки перегрызть. И вас удивляют какие-то там уголовные дела, которые могут ни к чему не привести. Вот что там происходит. Борьба, по-прежнему идет борьба за то, чтобы хозяин выбрал в качестве какого-то цепного пса одну кланово-корпоративную группировку. Так что это не наказание. Здесь, в общем-то, глобальщики относятся таким вот образом. Нужно спустить энергию. Нужно, чтобы кланы между собой передрались, полностью ослабли. Это вот как, знаете, как умная обезьяна, когда два льва там, или два тигра дерутся. Вот. Это примерно тот же самый. Примерно, а то сразу аналогии пойдут. Вот. Примерно то же самое. То есть не смогли справиться сразу с объектом Украина. Процесс вышел из-под контроля, значит, кланы должны друг друга вцепиться, перервать друг другу глотку, а потом оставшиеся, уставшие, они будут более послушные и им уже распишут новые роли. Тем, кто останется, естественно.